Ну что ж, господа, приветствую нас на канале Yacht Family. Давно не радовал вас видео. И сегодня у нас в обзоре будет Jeanneau Espace 11.2.0. Это наша новая лодка. И также катамаран 43 фута южноафриканской сборки. Или как называется, проектирование, да, которое мы сейчас приобретаем для нашего друга канала и клиента теперь. Значит, стоим мы на понтончике 2 месяца, буквально последние пару дней. Как обещал, надо в эти выходные сделать, не в эти выходные, в эту пятницу сделать обзор. Хотя кобзец сделал куча. Только что докрасил рулевую стойку. Ну что ж, добро пожаловать на борт. Значит, могу параллельно рассказывать, что успела сделать. Мы, естественно, покрасили тик, вот еще чуть не отмыли. Покрасили вот эти вот сидушечки, срезали болты. Интересная лодка, много чего на ней было, но многое было не установлено. Ну, в том числе вот эти вот кармашки для веревок не были установлены. Как я уже рассказывал в шорте, борт мы мыли с помощью такой химии Оксалик. Это оказалась щавелевая кислота. Здесь еще видно, мы меняли окна. Переклеивали, точнее. Не меняли, переклеивали. Из-за этого немножко, конечно, грязно. Придется еще добавить. Там немножко сохнет стирка. Перешили паруса. Заменили на лебедки со стопорами. Сделали вот эту оттяжку. Была у нас со старой лодки, лежала. Значит, выглядим мы снаружи вот так вот. Вот так вот. Есть у нас сапчик, топливные баки, всякие крючки. Ой, боже, куча всяких приблуд для ныряния и так далее и тому подобное. Динги у нас с мотором 2.3 Honda. Достаточно свежим, да, может 5-6 год. Рулевое управление с автопилотом. Ветер, автопилот, старые приборы глубины. Греймариновская глубина в том числе есть. И добро пожаловать внутрь. Порядок, так как у нас есть маленький Юнга относительный. И вот в частности как раз таки стоит аккумулятор недавно купленный. 150-ка АГМовская за 250 евро. Выцепил ее. Как вы видите, у нас есть внутренний пост. Переключается гидравлический руль. Он крутит и задний руль. Вот эта вот часть. Интересно, тут эргономика такая. Вот эта часть уже внутри каюта, которую Юнга сейчас дрыхнет. Трон Юнги для обеда. Значит, вот такое вот пространство. Это кают-компания. Задняя каюта. Свет не включаю. Здесь так... Не то, что не включаю, я его еще не допровел, честно сказать, надо ленту какую-то сделать, потому что вот такой пока у нас свет есть, фонаричек. Вот, ну, такая полуторка небедовая. Намного шире, конечно, потому что ниже находится, намного более лучшее пространство, чем в нашей прошлой лодке. Она была чуть повыше, и из-за этого большая часть была под низом. Здесь есть своя мойка, тоже все проверяли и слив чинили. Гидравлику, здесь у нас насос. Под низом у нас находится мотор Перкинс 45 лошадей. Здесь батареи 2 сервисные. Там в той каюте 5. Где-то в сумме у нас 500 ватт. И вот я докупил еще полторушку. 500 ампер-часов докупил полторушку. Будет где-то 750. С AGM-кой должно быть нормально. Такой камбус с, естественно, плавающей газовой плитой. Холодильник с такой загрузкой, сверху лючок. Тихенько, будем говорить, Юнга вот дрыхнет. Тут просторненько, хорошая полуторка ростовая, шкафчиков нету. Гидравлический киль, душ. Тоже восстанавливал горячую воду, полностью бак нагрева старый заменил на новый. Здесь достаточно просторный душ, туалет. И передняя носовая каюта со своим шкафчиком. Такой вот здесь немножко сейчас подушки из кокпита торчат. Так, 2 любвеобильных совместных человека могут прожить.
Здесь у нас еще разные шкафчики с утварью. Тут вот. Ну и там внутри везде. Воды у нас порядка 400 литров. Вот так вот проверяется. Вот один пустой бак, а этот полный. 220 сеть. Значит, как я сказал, мотор находится вот в этом пространстве. Обычный шафт. Из приборов внутри у нас есть не запускающийся, но не показывающий данные радар. Глубиномер с рыбками работает. GSM-овка и Raymarine дублирующий здесь экранчик. Там у нас панелька с датчиками. Вот такая лодка, на которой мы сейчас живем пока вдвоем. Сейчас нас гостит еще капитан, который забирает мою старую лодку Дромер и поедет на ней в Турцию к новому хозяину. А я вас приглашаю посмотреть еще катамаран. Ну, кстати, добавлю, что если вы желаете погостить у нас, то, пожалуйста, пишите. Сезон сейчас вообще открывается, все готовятся. У нас есть 2 свободные каюты. Ну, может, отдельно Аврора будет спать. Значит, 1 свободная каюта. В любом случае, если надо, на короткое время мы готовы людей принимать по предварительной договоренности. Хорошо? Значит, погнали, я вам покажу, что же мы нашли в Клеопатра Марины. Катамаран 43 фута для нашего друга Дмитрия. Эту лодку мы смотрели уже давно и уже отдали за нее залог с нашим подписчиком Дмитрием. Приехали еще раз контрольно ее взглянуть после припея по МУА, подписанному намерением. Определяем план работы, план сделки по снятию и далее постановке и перегону, потому что, как всегда, у нас есть сложности, короткие визы и прочее. Маленький капитан. Аврора, помаши мне ручкой. Вот. Значит, вот такой экземпляр. 4-каютный с 4 туалетами, немножко тесноватый. У него вот такое покрытие. Мне почему-то кажется, что это копперкоат, очень гладенькое. Может быть, типа старый копперкоат. Есть, конечно, по корпусу некоторые вот такие изъяны. Здесь не очень много, но присутствует. Также по корпусу есть по гель-коату небольшие трещины такого визуального вида. Есть чуть-чуть поглубже там. Вот такого вот легкого дэмэджа. Значит, у него 2 янмаровских мотора на 30 лошадей с L-драйвами. Здесь, когда Дима уже раскапывал всю историю этой модели, есть такие проблемы с тем, что волна разгоняется и бьет вот в эту часть подъема вот этой арки балки, опущенная часть, да, для того, чтобы объем увеличили, они припустили эту часть, и в нее нередко бьется волна. Вот. Хотя я думаю, сюда тоже может биться волна. Неясно. В общем, давайте заглянем внутрь, какая тут обстановка. Решил вам такой вариант показать. Найден и куплен он за 130 тысяч, если кому интересно. Так. Да? Ну, это у них, как это называется? Закручено в заднюю часть. Давай, поднимайся аккуратненько. Опа! Так, ну что ж, пройдемся. Значит, такая вот немного грязи, не очень много. Ну, это бывает, что полукруг идет. Ну, как бы я не думаю, что это не, наверное, не нарушение, это такое есть. То есть надо менять? Ну, понятно. Они без замка. То есть, если ты на волне, они прыгать будут. подлетят. Да и тут замок сломан, да. Ну, вон в той ручке даже сломан. А там это... Так, вот такой у нас нос. Задал ему вопрос, и сейчас позвонит, говорит, напрямую нельзя поехать. Impossible, типа, только если приехать. Ну, юристу, говорит, передам. Надо переговорить с юристом, говорит, все через юриста якобы. Так, вот здесь заменены 2 люка эти. Это то, что находил себе эти чехлы внутри. Слушай, а на них же нельзя это само вставать, да? На люке нежелательно. Типа это не запрещено, но можно трясануть.
ванты такие дубовые. Вот здесь вот немножечко веревочки, но в целом не в плохом состоянии. Тен. Сиденье, конечно же, грустит, но пластик... Осторожно, доча! Это стол, подымайся. Подымайся, здесь можно подниматься. Вот так, аккуратненько. Немножко две разные панели у нас от моторов. Вот здесь поставили Garmin, так и оставили. Он поплыл, затек и зацвел. Ужас, без чехла, просто убили, хотя коробка нового лежит. Эти приборы вроде бы имеют какие-то управления. Чуть-чуть все грязное, неплохие паруса у нас есть. Здесь все чистить, и все в пластике у нас. Все в пластике, сверху донизу, в таком каком-то армированном покрытии. Спускайся аккуратненько. Молодец. Рация новая. Здесь тоже были и старые бэттери мониторы. Перемешку. Здесь говорю, здесь у нас 4 каюты примерно вот такого формата. Вот такого формата. С всевозможными нишами. И у каждого из них есть свой туалет с электрической откачкой. Да, секундочку, доча. Вот. Немножко тесновато. Здесь вход по плечам такой скромненький, но в то же время 4 двушки полноценные. Полноценные двушки с просто отдельными приватными туалетами. Такие игрушки, даже какие-то удочки есть. Доча, аккуратно, не упади. Не упади, моя сладкая. Кают-компания с таким 3/4 поворотом. Проходи, дочь. Вот здесь, кстати, какой-то у тебя... линолеум это. Да, ладно, лажа. Я думал, что-то интересное. Линолеум, вот, смотри, лежит. Ну, думаю, дерево здесь, конечно, бесполезно. Но можно было, знаешь, типа тика этого сделать искусственного. Может, чуть получше было бы. Хотя многие хаяли мне недавно на дешевой лодке этот тик дешевый. Вот эти окошки еще лежат, рамки. Здесь у нас холодильника 2. Один верхний, другой нижний. Мойка, сушка со стоком. Да, мне кажется, очень продумано все. Здесь у нас есть посуда здесь. Музыка по кругу. Еще каюта двойная. Здесь аккумуляторы. Ну, кстати, вот аккумуляторы, скорее всего, под замену. Ну, можно покачать их, но все равно. И солнце бы подкинуть. Это то, что стоило бы сделать. Ну, подбросить сюда солнце. Еще до отплытия. На моторы будет зациклено. Не работает. Давай глянем, что здесь. Вот у нас есть такой рундук. Технический. Какой-то с мягкой... Баки. Здесь, вот здесь вот под столом мягкий бак воды. Его либо на жесткий поменять, либо проверить вообще. Здесь есть сетки еще какие-то. Лебедки хорошие, обслуженные. Выход немножко через верх. И вот такой вот доступ к моторному отсеку не изнутри, а вот так снаружи. Вот так вот. И здесь стоят вот такие янмары с нагревателями двумя. С той и с этой стороны. И гидравлические управления пирами руля. Вот такая движуха. Так, тут у нас есть динги. Стой, дочь. Тут у нас есть динги. Тут есть небольшие еще рундуки с возможной утварью. Динги энджина не вижу. Надо, наверное, будет его где-то наруливать. Вот, а здесь вот такой вот моторчик, чуть похуже выглядящий, тоже с нагревателем немалым. В общем, я предполагаю, что за 130 тысяч это очень хорошая перспектива у лодки. Лично я предполагаю, мне кажется. Это, я так понимаю, аварийные рампеля. Такая тарка у него естественная. Погон вынес сюда. Капитан, ты готова? А? Юнга? Молотки везде симпатичные. Надо заниматься, конечно. Но 130 тысяч не так уж и дорого за 43 фута. 4-каютки с 4 туалетами. Как я считаю, эту лодку
Катамаран очень перспективным. Какой-то инструмент в руке. А здесь, скорее всего, газовый ящик. Должен был бы быть. Нет, газовый ящик. Ну, это у нас есть. Такой вот тяжеловато ходит. Наверное, надо жидкость туда еще тут качнуть. К сожалению, друзья, это пока все, что у меня есть вам показать. Еще раз приглашаю вас к себе в гости. Также, если вас интересуют яхты, вы их ищете, напоминаю, что у нас есть приватный канал, на котором я помогаю искать по Греции, не только. Из последнего мы недавно, кстати, в Италии находили лодку за 85 тысяч 43 Бениту. И, к сожалению, там не сошлись по цене, но вот этот клиент купил катамаран в Греции. Поэтому, кто ищет, тот всегда найдет. Присоединяйтесь.